Привезла вас, мои хорошие, в захолустье. Самое, что ни на есть, российское захолустье. На реку Аку, за 140 километров от Москвы, в Калужскую область. Есть у нас в стране много маленьких городков. В прежние времена их называли захолустными. Все эти Новосили, Сапожки, Хвалынские, Тарусы. Отзывались о них пренебрежительно: Медвежьи углы, Сонное царство, Стоячее болото. Таких городков, не нашедших еще своего настоящего места в нашей действительности, у нас немало. Таруса – один из них. Этот городок принадлежит сейчас Калужской области. После того, как его перебрасывали то в Московскую, то в Тульскую. Стоит он на высоких горах над Окой и над удивительными по своей широте и прелести луговыми и лесными заокскими далями. У Тарусы есть и своя слава. Издавна она была известна, с одной стороны, своими базарами, обилием хлеба, овощей, фруктов, яиц и битой птицы, с другой — красотой как самого города, так и его окрестностей. Эта вторая слава была сильнее первой. Пожалуй, нигде поблизости от Москвы не было таких мест типично и трогательно русских по своему пейзажу. Недаром еще с конца XIX века Таруса стала городом художников, своего рода нашим отечественным Барбизоном. Здесь жили Поленов и тончайший художник Борисов Мусатов, Крымов, Ватагин и многие другие крупные наши художники. Так описывал Тарусу Константин Паустовский в своих очерках «Письма из Тарусы». А это у нас река Ока, голубая дорога в Древней Руси. Вот вы просили меня показать вам настоящие русские города, отъехать за 100 километров от Москвы и показать вам замкадный город. Сегодня мы с вами прогуляемся по такому городку, познакомлю вас с ним. Это чисто русский древний город Таруса. Вполне возможно, что на этом месте когда-то проплывала баржа киевского князя Святослава Игоревича. Шел он по Оке-реке и по Волге на войну с хазарами. И проплывая по этому месту, давайте представим, что именно поэтому, увидел он на берегу строения людей и крикнул князь: «Какой это народ? Какого рода племени?» «То Русь, то русы», — ответили ему стоявшие предположительно на этом месте местные жители. И князь услышал, что Таруса, не то Русь, то русы, а Таруса. И с тех пор это место стали называть Таруса. Со временем Таруса стала торговым центром. В 1777 году Тарусе был присвоен собственный герб. Мы сейчас с вами прогуляемся по берегу реки Оки. Гостевой дом Паустовский. А это памятник моему любимому писателю Константину Георгиевичу Паустовскому. Я приехала почтить его память и вам показать город Тарусу. Видите, рыбацкие сетки сушатся. Какие тут домики красивые, с розочками. Это не розочки, это, по-моему, пионы. Смотрите, какая красота. Какие игрушечные домики здесь. Очень много цветов. И бескрайние поля. Тут и тысячелистник, я смотрю. Вот там. Русские просторы, русское раздолье. Дом красивый. Жара сегодня такая. Градусов, наверное, 29-30. Жарче, чем в Турции, я смотрю, чем в Гемлике. Ой, как пахнет. Это, наверное, яблоня. Ой, изумительно просто. Камень. Указатели ведут к месту, к любимому месту Марины Цветаевой, на котором она хотела быть похоронена. Ну, это непосредственно сам кинотав, место, где хотела быть похоронена знаменитая русская поэтесса Марина Цветаева. Детство и юность у нее прошли в этих местах в Тарусе. Очень любила это место. Видите, хотела здесь быть похоронена. Ясное утро, не жарко, лугом бежишь налегке, медленно тянется барка вниз по Оке.
Эти строки из стихотворения «Осень в Тарусе» Марины Цветаевой. А этот заливной луг теперь зовется Цветаевским. Шли мы с вами и вышли к пляжам на Оке. Сдурила я, что не взяла купальник. Я недавно в Волге купалась, уже открыла купальный сезон. Красота. Песчаный берег и много таких пятачков я смотрю. Видите, какой тут родничок бежит с питьевой водой. Но я рисковать не буду, а то вдруг козленочком стану. О, какое-то дерево желаний, видимо, видите, загадывают завязочки на дереве, видите. Какие же места шикарные в средней полосе России. Полностью согласны с Мариной Цветаевой и с Константином Георгиевичем Паустовским, что лучше мест, наверное, тяжело найти. Хотя у нас на Волге тоже очень красивые места. Очень необычный здесь, конечно, ландшафт для средней полосы России, гористый. Как выбирали раньше место для храмов наши предки. А он паром поплыл. Отправляется на ту сторону в усадьбу Поленова. На том берегу располагается усадьба Барок знаменитого нашего художника Василия Дмитриевича Поленова. Кстати, первооткрывателем Тарусы для творческой интеллигенции стал именно Поленов. Он ехал в Крым, так ему понравились виды из окна поезда, что он решил сюда непременно приехать и познакомиться поближе с этими местами. И в конце XIX века он покупает землю и начинается строительство усадьбы Барок, которая сейчас является музеем-заповедником Поленова. Но самый проникновенный певец Тарусы – это один из моих любимейших писателей. Кто смотрит мой телеграм-канал, наверняка уже об этом догадался, потому что я там очень часто цитирую творчество Константина Георгиевича Паустовского. Это, конечно, писатель Константин Паустовский. Как он говорил, я живу в одном маленьком городке на Оке. Он так мал, что все его улицы выходят или к реке с ее плавными и торжественными поворотами, или в поля, где ветер качает хлеба, или в леса, где по весне буйно цветет, между берез и сосен черемуха. Так, и мы подходим к источнику, Боголюбскому источнику. Вот и святой источник. Вода очень вкусная, холодная, приятная. Ну, градуса 3-4 вот так. Такая сладковатая на вкус. Видите, какое святое место Таруса. Немножко мне вот этот источник и это местечко напоминает Дивеево. Инсталляция какая. И вид на город, на старый город. Пешеходная улица Таруся, улица Ленина. Здесь, по-моему, не разрешено, насколько я в курсе, строить высотные дома. И здесь вся Таруса, она малоэтажная. А это уже домик поновее. И мы идем сейчас с вами к дому-музею Константина Паустовского. Я надеюсь, что он будет сегодня открыт. А здесь жила юная Марина Цветаева, музей семьи Цветаевых. Дом то ли ее бабушки, честно сказать, не помню, то ли ее тети. Здесь жила семья Цветаевых. Смотрите, какие домики, жилые причем, до сих пор жилые. Красивое место. Улица хорошая, с красивыми домиками. А вот посмотрите, ну какая картинка. Видите, какие наличники красивые. Славится Таруса своими наличниками. Плитка, палисадничек какой. Старенький-старенький домик. И посмотрите, как нарядно он выглядит. Красота. Везде зелень. Так, и следующий будет музей Константина Георгиевича Паустовского. Следующий дом, видимо, возле которого машины гужуются. Ну что, не судьба мне сегодня попасть в дом-музей Константина Паустовского. Очень много народу, группы приезжают, и все расписано аж до 4 дня. Так что в следующий раз
Место упокоения Константина Паустовского. Константин Паустовский был известен не только у нас в стране, но и за рубежом. Когда знаменитая актриса Марлен Дитрих приехала в Советский Союз, ее спросили, что бы она хотела посмотреть, увидеть в Москве. Кремль, Большой театр, куда ее сводить. И для всех неожиданностью стало, когда она сказала, что я бы хотела встретить советского писателя Константина Паустовского. Это моя давняя мечта. Сказать, что присутствующие были ошарашены, это ничего не сказать, конечно. Мировая звезда и какой-то Паустовский. У нас всегда же недооценивают свое. И к вечеру Паустовского, уже тяжело больного, наконец разыскали в Тарусе и привезли навстречу в Москву с Марлен Дитрих. И когда он, чуть пошатываясь, вышел на сцену, Марлен Дитрих, подруга Хемингуэя, знакомая Ремарка, вдруг, не сказав ни слова, опускается перед Константином Паустовским на колени и целует ему руку. И потом уже, когда Паустовского усадили в кресло, и зал, отбив ладони, затих, Марлен Дитрих тихо объяснила, что самым большим литературным событием в своей жизни считает прочтение рассказа Константина Паустовского «Телеграмма», который она нашла в каком-то немецком журнале и прочитала с переводом. Так, ну а мы идем есть цветаевский пирог. Это что-то а-ля шарлотки с яблоками, но рецепт семьи Цветаевых, и здесь он очень популярный. Кафе прямо в жилом домике находится. Вон, смотрите, какие пионы обалденные. Изба-читальня. Видите, туалет как обыгран. Вечером, видите, подсветка. И там вон какой-то стол или беседка. Домик Ахмадулиной, домик Заболоцкого, домик Цветаевой, домик Паустовского, улица Пролетарская. Петухи кричат. Да, конечно, красота российская. Пробуем цветаевский пирог. И кофе. Очень неплохой цветаевский пирог. Довольно-таки вкусный и оригинальный вкус. Да, скажу я вам, наличники, конечно, изюминка этого города. Интересный городок. Очень, конечно, хотелось бы сюда приехать на подольше. Здесь масса интересных мест. Вон, смотрите, ребятня купается вовсю. Жара, конечно, стоит обалденная. То есть купайся где хочешь. Настоящий русский городок. Кто хочет узнать, почувствовать Россию, приезжайте в Тарусу. Я уверена, что вам понравится. Дня на 2, на 3, на выходные можно приехать. Ехать очень удобно из Москвы. На машине по Симферопольскому шоссе, либо на электричке до Серпухова. И от Серпухова ходят маршрутки каждые, по-моему, полчаса, а может быть даже и раньше.